587. Некоторые истории проникают глубже, чем мы ожидаем. Сегодняшняя история останется с вами надолго. Если вы верите, что достоинство и самоуважение стоят того, чтобы за них бороться, поддержите этот канал, поставьте лайк этому видео и подпишитесь, чтобы мы могли продолжать рассказывать истории, которые действительно имеют значение. Зал замер. Первая нота разрезала воздух, и Камила запела. Это не была просто песня, это была исповедь. Боль, которую она столько лет держала внутри, теперь обнажалась перед сотней чужих глаз. Каждое слово било в цель, каждый звук был вызовом. Родриго сидел напротив, и его самодовольная улыбка исчезла. Он пытался держаться, но мы все знаем, когда правда бьет в самое сердце, скрыть это невозможно. А теперь вернемся к началу. Камила вовсе не хотела быть здесь. День, который называли праздником любви, для нее был напоминанием о предательстве. Но мать Родриго, с лицемерной улыбкой и голосом, в котором слышался яд, подошла к ней. «Ну же, это будет таким милым жестом. Ты ведь поешь. Подари нам песню для Родриго и Софии». Шепот подруг невесты и их едва заметные усмешки сделали ясно, это не просьба. Это издевка. Камила согласилась. Не потому, что хотела, потому что понимала, отказ сделает ее мишенью для еще больших насмешек. Она знала, это приглашение не жест вежливости, а холодная месть. Она поднялась на сцену. Родриго смотрел на нее сверху вниз с той самой улыбкой, которую она слишком хорошо помнила. София держала его за руку, словно показывала всем: «Я — та, кого он выбрал». Камила чувствовала, как внутри все горит. Боль. Годы молчания. Предательство. Все вернулось. Но сегодня она не собиралась молчать. Первая песня была нейтральной. Просто исполнить и уйти, но с каждой секундой Камила видела, Родриго наслаждается этим моментом. Для него это была победа. Вот она, его бывшая, поет на его свадьбе. Униженная. Вежливые, холодные аплодисменты. Она уже хотела уйти, но услышала голос матери Родриго, еще одну. Но теперь от сердца. И в тот момент Камила сделала выбор. Первый аккорд «Someone Like You». Зал замер. Никто не ожидал этого. Слова потекли с ее губ, дрожащие, но сильные. Это не была просто песня. Это было прощание, которого у нее не было. Это была месть, тихая, продуманная и точная. Родриго больше не улыбался. Он не мог поднять взгляд, руки дрожали. Дыхание сбилось. Слезы блестели в глазах. Все, что он пытался скрыть, рухнуло. София сначала слушала с легким интересом. Но вскоре ее лицо побледнело. Она видела, это не просто музыка. Последняя нота. Могильная тишина. Несколько неуверенных хлопков, и все. Родриго сидел, уткнувшись в пол, будто парализованный. София смотрела на него, как на чужого человека. Камила спустилась со сцены. Она не извинилась. Не поблагодарила. Просто шла сквозь толпу с высоко поднятой головой, чувствуя на себе десятки взглядов. София схватила Родриго за руку. Что это было? Почему ты так реагируешь? Он выдавил. Просто воспоминания. Воспоминания. Ее голос сорвался, но стал громче. Ты плачешь на нашей свадьбе из-за песни своей бывшей. Толпа загудела. Кто-то из друзей Родриго прошептал: «Я же говорил, она до сих пор ему не безразлична». София услышала. Подошла к его друзьям. «Говорите». Что между ними было? Долгая тишина. И, наконец, один из них сказал: он бросил ее, когда умер ее отец. Ради тебя. Просто исчез. Она осталась одна. София застыла. Все встало на свои места. Слезы. Песня. Вина.
Это правда, ты бросил ее, когда она горевала? Спросила она тихо, но так, что ее услышали все. Родриго опустил голову. Ответ был очевиден. Диджей неловко попытался оживить зал. Ну что ж, давайте продолжим веселиться. Но никто не двинулся. Даже музыка не смогла спрятать разруху. Родриго ушел в сторону. София стояла, глядя в пустоту. К ней подошел дядя, не все предательства видны. Некоторые глубже. Сегодня ты увидела одну из таких ран. И вдруг голос Камилы. Она подошла к Софии, я не хотела все разрушить. Мне просто нужно было освободиться от того, что держала в себе столько лет. София посмотрела на нее и сказала: «Спасибо». Никто мне этого не говорил. Даже он. Две женщины, которых сделали врагами, вдруг поняли, они не соперницы. Они — жертвы одной лжи. Свадьба закончилась. Гости расходились молча. Диджей остановил музыку. София уехала одна. Родриго больше ее не видел. А Камила? Она не искала извинений. Ей нужно было одно, чтобы мир узнал ее правду. И этой ночью он узнал. А теперь скажи честно, если бы ты был на ее месте, смог бы ты молчать? Иногда за улыбкой скрывается монстр. Но есть вещи, которыми нельзя поступиться. Уважение к себе — одна из них. Истории, подобные истории Камилы, напоминают нам о том, как важны достоинство и правда. Если эта история тронула вас, выразите свою поддержку, поставьте лайк этому видео, подпишитесь и поделитесь своими мыслями в комментариях. Как бы вы поступили на ее месте,